Доброго мгновения, друзья! Меня зовут Павел Бондарев, и я записываю это видео для того, чтобы установить отношения с каждым человеком, который его смотрит. И я расскажу о себе, о своих целях, намерениях, о том, что я делаю для того, чтобы было знакомство, и исходя из того, что у нас общее, что у нас смежное, если мы хотим одного и того же, мы можем объединить наши усилия, наши ресурсы, наши способности для того, чтобы воплотить общее видение. В этом цель данного видео. Я являюсь сооснователем сервиса Evolution Life. Это сервис по глубинному анализу талантов и способностей, который очень точно определяет врожденный потенциал каждого человека. В течение 10 лет, даже чуть больше, я изучал различные системы учения науки, которые помогали бы понять глубже человека. Я изучал психологию, нумерологию, я сталкивался с взаимодействием с кучей разных астрологов, специалистов по human дизайнам, майянским календарям, системы Бадзи, Цемень. В общем, и великое множество еще всевозможных тем, даже как-то пошел учиться в университет Каббалы. И этот богатый, различный жизненный опыт привел меня к открытию системы, которая является основой для множества других систем, в том числе некоторых из перечисленных. И эту систему создал человек по имени Фуси, который стал основателем китайской цивилизации и первым императором Китая. Какой глубины те знания, с помощью которых человек смог основать целую цивилизацию. И не только основать, а превратить ее в систему управляемую, понятную, где четко и эффективно принимаются решения. Это просто глобальная человеческая корпорация в то время, 5000 лет назад, когда часть из людей, огромная часть, была недостаточно образованной, часть из них находилась в выживании, часть находилась в агрессии, какие-то конфликты, войны. Представляете, во всех этих ситуациях создать такую объединяющую основу огромного количества людей. Это знание, которое ныне известно как И-Дзин, то, что означает канон перемен. Это знание, которое позволяет нам понимать, что происходит, что будет происходить и каким образом мы можем отреагировать, что мы можем сделать для того, чтобы избегать неудачи и обретать успех в том, что мы делаем. Поэтому это знание стало экзаменом для того, чтобы люди могли стать государственными чиновниками. То есть, если человек хотел пойти на государственную службу и стать чиновником, ему необходимо было сдать экзамен по Идзину для того, чтобы он мог принимать верные экономические, политические и военные решения, эффективные решения. Чуть позже Идзин стал основой для трактата Нэйдзин, трактат о внутреннем, который стал основой для восточной медицины, которая изучала человека как целостную систему. И акцент на движении энергии ци, или то, что называют праной, живой, чи, ши, акашей, много названий. В современном мире это то, что называют энергоинформацией, или вот эти знаменитые частицы нейтрино, за которых присудили Нобелевскую премию. То есть энергоинформация, частицы, которые передают информацию. И вместе с тем они являются также и энергией. И, собственно, движение этих частиц или этой энергии по тонким каналам, которые также называют меридианами, что является составляющей человека. Есть множество теорий, которые объясняют строение тел, но мы сейчас возьмем только два, которые мы можем объективно отслеживать с помощью своих ощущений и с помощью современных научных методов. Физическое тело и энергетическое тело, по которому движется энергия. Каждый человек чувствует так или иначе движение энергии в своей жизни. Чувствует подъем и чувствует спад. Несмотря на то, что мы можем быть в сбалансированном физическом состоянии, быть здоровыми, в какой-то момент мы чувствуем упадок сил, а в какой-то момент, наоборот,
мы наполняемся силой, наполняемся энергией. Например, когда? Днем мы активны, и у нас много энергии. Мы ее реализуем, воплощаем в наших повседневных делах. Ночью организму пора спать для того, чтобы произошло восстановление всех систем. И, соответственно, в этот момент происходит спад энергии. И естественные циклы, в которых мы живем, помогают нам оставаться здоровыми. Также тема питания, тема практик, разные искусства, в том числе боевые, есть те из них, которые тоже используют в своей основе идзин, соединяя символы идзина, гексаграммы в различных движениях. В современном мире идзин многим известен благодаря информационным технологиям. Собственно, все те наши девайсы, которыми мы пользуемся, в том числе через которые вы сейчас смотрите это видео, они основаны на идзине. Каким образом? Все эти приложения, с помощью которых работают наши девайсы, они созданы на специальных языках программирования. И эти языки программирования основаны на бинарной системе счисления. Бинарная теория, которая создана великим математиком Лейбницем, является отражением вдохновения при его изучении идзин, который он также использовал и также анализировал людей того времени, с которыми он работал, с разными правителями. Также идзин, не зная того, очень широко известен в психологии, благодаря работам швейцарского психотерапевта Карла Густава Юнга. Который 20 лет посвятил изучению идзина, написал предисловие к английскому переводу и который по мере сил способствовал его продвижению в англоязычном мире. На базе идзина он создал свою знаменитую типологию Юнга, типологию врожденных архетипов человеческой психики, или то, что мы в эволюции называем талантами. На базе его теории была создана знаменитая система MBTI, технология Myers-Briggs, которая используется HR-ами по всему миру, специалистами по подбору кадров, для того, чтобы определять, какой человек может претендовать на ту или иную позицию в организации. Поэтому крупные корпорации уже используют идзин, и многие сами того не зная. На официальном уровне по этой типологии около 70% американских школьников проходят тесты, и также студенты университетов. И также в Европе это тоже получило широкую популярность. Поэтому мир широко использует знания, основанные на системе идзин. И изучая эту технологию, это знание, и изучая огромное количество других смежных знаний, я переписал это на простой, понятный человеческий язык, описывающий наши архетипы, наши таланты, наши способности, для того, чтобы мы реализовали самую главную потребность, которая есть у каждого человека на этой планете, но немногие до нее доходят. И перед тем, как сказать об этой потребности, хотя вы наверняка знаете, о чем я сейчас говорю, давайте просто вспомним в целом теорию иерархии потребностей человека. Мы знаем, что на нижних уровнях находятся биологические, физиологические потребности. Потребность в пище, потребность во сне, у нас, естественно, есть потребность в размножении, мы продолжаем так наш человеческий вид. У нас, естественно, возникают потребности в комфорте, в безопасности, в надежном жилье, в стабильной работе или бизнесе, который будет обеспечивать нас ресурсами, которые мы, собственно, используем для реализации базовых потребностей, в том числе базовых. У нас есть потребности социальные. Мы хотим быть принадлежными к обществу, к сообществу. Мы создаем семьи, мы выстраиваем деловые отношения. И нам важно удовлетворить потребность в любви, любить и быть любимыми. И важно реализовать потребность в уважении, в признании. Для того, что мы нужны, это как индикатор того, что да, я делаю что-то правильно. И, конечно же, огромное количество людей с амбициями, которые стремятся к вершине этого мира через те глобальные бизнесы, которые они делают, или через научное открытие. Это вот потребность в таком лидерстве, потребность в общественном признании.
А наверху находится самая главная потребность. Это потребность в самоактуализации или самореализации, что означает осознать свой потенциал и воплотить его в этом мире, в этой жизни. Те люди, которым это удалось, стали по-настоящему известными и знаменитыми. И многие из них не потому, что они хотели этого величия, известности и знаменитости, не потому, что они к этому стремились, а потому, что они просто воплощали себя и делали то, что им нравится, то, что они хотят, принимая различные ситуации, испытания, вызовы, и через них тренируя свои таланты, тренируя свои навыки, тренируя свои качества, которые были даны им от рождения, согласно теории Карла Густава Юнга о врожденных архетипах человеческой психики, которые уважаются в психологической и научной среде. И, собственно, основа идзин, который также очень широко уважается в научной среде, в том числе среди специалистов по генетике, потому что структура человеческой ДНК и структура идзин, они идентичны. Есть даже нобелевский лауреат Франсуа Жакоб, который провел этот анализ и написал свою научную работу, в которой он соотнес аминокислоту к каждой гексограмме и полностью описав идентичность структуры, благодаря чему в нашем сервисе «Эволюция» мы реализовали раздел питания, который помогает подбирать продукты согласно своим талантам. И еще множество разных открытий, сделанных другими великими ценными людьми, которые привели нас к такому соединению, которое сейчас отвечает нам на самый главный вопрос. И что происходит, когда мы отвечаем на самый главный вопрос? Происходит то, что мы перестаем что-то делать из компромисса, из чувства вины, из чувства ответственности. Мы начинаем строить свои отношения, личные и деловые. А как вы понимаете, деньги равно отношения. Тема денег – это полностью тема отношений. И все эти люди, которые не могут реализовать свои базовые потребности, думая о том, что у них есть проблема с деньгами, у них есть только одна проблема, и это проблема с отношениями. Отношениями с самим собой и отношениями с другими людьми. Когда мы идем с кем-то договариваемся, мы получаем ценный контракт. Это же тема отношений, мы устанавливаем отношения. Когда кто-то у нас что-то купил, этот человек начинает выстраивать с нами отношения. Когда мы получаем какой-то заказ и делаем сами или передаем кому-то, мы выстраиваем с этими людьми отношения, мы их организуем, если у нас есть организаторский навык, и выполняем эту задачу, этот заказ. Поэтому вся тема денег – это тема отношений. Поэтому люди не деньги не умеют зарабатывать, они не умеют строить отношения с самими собой изначально. Для того, чтобы осознавать, как я, который стал действительно полноценным, истинным я, который самоактуализируется, который понимает, что я – это не просто имя или моя профессия, я – это весь мой потенциал, который я выражаю в различных сферах жизни. И выстроив вот это отношение, будучи здоровым, полноценным, сбалансированным, с развитыми навыками, выстраивать отношения с другими людьми, у которых есть схожие задачи, схожие цели, схожие намерения и схожие мечты. И тогда получается процветающее сотрудничество здоровых людей, которые уже научились выстраивать отношения с самими собой и теперь строят друг с другом. Вот о чем это. И то, что я делаю сейчас, я формирую отношения с каждым из вас, смотрящим это видео. Для того, чтобы те люди, которые близки по ценностям, по устремлениям, по идеологии, любимые, заходи, что? На этом моменте, когда я транслирую эту тему, появляется моя семья случайным образом. Вы, как раз я говорю про тему отношений, и вот я как раз хочу познакомить с своей семьей. Это моя жена Алина, это наш сын Макс. И Алина является частью этой глобальной задачи, вот этой потрясающей частью моего мира, которая меня вдохновила, в том числе на создание эволюции.
И Алина курирует направление Evolution Kids по выявлению потенциала ребенка для того, чтобы воспитывать его в соответствии с его потенциалом, с его талантами. И также она курирует обучение экспертов эволюции, тех специалистов нового времени, которые будут помогать людям, компаниям и организациям выстраивать свою деятельность, исходя из удовольствия, через реализацию своего таланта, своего предназначения. Хочешь что-нибудь сказать, чем-нибудь поделиться? Ну вот, я как раз пришла подготовиться к завтрашнему вебинару, который будет посвящен нашему марафону, на котором я буду рассказывать вообще, для чего важно знать природу ребенка с самого раннего детства, как научиться нам всем взаимодействовать, исходя из индивидуальности каждого, потому что это такая база, основа, которая поможет каждому из нас сохранить, возможно, в какой-то момент отношения в семье. Вот. Благодарю, любимая. Я очень рад, что ты здесь внезапно появилась. Это символично. То есть настоящий такой видео-лайф. Итак, пока наш сын Макс пошел показывать маме крышу, давайте вернемся. Тема отношений. Это важно, то есть когда мы действительно выстроили отношения с самим собой, когда мы становимся реализованными, мы привлекаем таких же людей, с которыми мы, объединяясь, вместе создаем семью, создаем детей, создаем компании, создаем организации. И все это можно делать через удовольствие, через свой потенциал, через то, что мы называем этим словом предназначение. И тогда мы просто становимся, прям счастливыми по-настоящему. Потому что счастье – это тема самопознания, это тема самореализации, это тема удовлетворения всех потребностей. Тогда мы действительно становимся счастливыми, когда мы выражаем в мир, когда мы отдаем и когда мы получаем в ответ. Поэтому важно осознавать, что каждый из нас отдает, в чем каждый из нас экспертен, чем мы можем быть полезны друг другу. С этой целью и была создана эволюция, для того, чтобы мы осознавали, фокусировались на этом и больше не отвлекались на компромиссы. Переставали делать какую-то нелюбимую работу из чувства долга, обязательств, вины, просто потому что это то, что мы умеем, и это то, что приносит деньги, или вынуждены общаться с теми людьми, с которыми нам не хочется, но потому что они платят. Когда мы начинаем себя по-настоящему любить, уважать, когда мы начинаем следовать своим истинным желаниям, тогда на этом пути мы встречаем других таких людей, которые тоже честно проживают себя, честно проживают свою жизнь и честно являют себя этому миру. Потому что как только мы соглашаемся делать то, что мы не хотим, мы врем другому человеку. Мы говорим: да, окей, я возьму эту работу. И понятно, что эта работа, она не будет сделана настолько качественно, как если бы ее делал человек, который обожает это, который совершенствуется в этом. Поэтому мы часто обманываем себя, обманываем других в тот самый момент, когда мы отходим от этого чувства внутреннего счастья, внутреннего осознания, что я хочу сделать вот это. Тогда течет энергия. Откуда берется вся эта лень, жесткая неудовлетворенность, депрессия и стрессы? От того, что мы расходуем свою энергию, создаем этот переизбыток или недостаток. Переизбыток от разных стимуляций или недостаток от того, что организм уже истощен, и вся энергия идет на поддержание жизнеобеспечения, а не на реализацию. Важно осознать это очень глубоко. И это цель Evolution Life. Однако, совершив этот первый шаг, первую ступень, начинается следующее. И это следующее – это объединение с людьми, которые уже находятся на уровне понимания своих талантов и которые имеют компетенции в соответствии с этими талантами и делают что-то хорошо. И это видео, оно в том числе для этого уровня. Когда мы имеем общие схожие цели и мечты, мы можем объединиться. И я делюсь своими знаниями, своими компетенциями, своими возможностями и своими связями для того, чтобы реализовать мечту. Моя мечта, моя цель, мои амбиции, мои стремления к созданию эволюционных городов. Это что-то типа Кремниевой долины в Калифорнии, куда съезжаются мечтатели со всего мира для того, чтобы воплотить свои мечты и амбиции в успешных бизнесах.
Многие, конечно же, мечтают сделать миллиардные компании или то, что называют единорогом. Только здесь акцент эволюционных городов на персонализации. Потому чтобы с самого раннего детства, отдавая ребенка в детский сад, определяли его потенциал с помощью его эволюционной карты, его эволюционного профиля, который просто приравнивается к паспорту. Это просто инструкция к человеку, кем он рожден быть, как ему учиться, чем ему питаться, какие спортивные мероприятия, секции, направления ему подходят. Полностью все. Даже приходя в ресторан и смотря в меню, система узнает, синхронизируется с эволюционным профилем и отражает те блюда, которые подходят именно тому человеку, который смотрит в меню, чтобы подпитывать его таланты, чтобы пища усваивалась и была энергия на воплощение. Вместо того, чтобы съесть что-то, что не подходит, а затем ощутить упадок энергии и сонливость. Мы можем персонализировать почти все. Мы можем персонализировать, понять причину того или иного заболевания, которое, опять же, начинается, вспоминаем трактат Нэйцзин, основу восточной медицины, недостаток или переизбыток энергии в определенном канале, который влияет на органы или на систему органов, и также с каким качеством и проявлением, с каким врожденным архетипом это связано. Грубо говоря, какой талант мы в себе подавляем, не выражаем, из-за этого энергия, не выражаясь вовне, начинает что-то разрушать внутри. Или когда мы слишком агрессивно выражаем, свою темную сторону и начинаем разрушать что-то вовне. Мы понимаем, что сломанные отношения – это равно сломанный бизнес, отсюда, соответственно, и идут упадки в финансовой сфере. Или в сфере взаимоотношений, семьи, друзей и так далее. То есть все причины находятся в нас, и эта система помогает нам все это идентифицировать. И, соответственно, люди вырастают, исходя из своего потенциала, исходя из своих возможностей, просто воплощают себя новыми творцами, учеными, музыкантами, художниками и также объединяющими в себе разные навыки, разные способности, но каждый находит свою сферу, которую он воплощает, совершенствует дальше в университете. И приходя в бизнес-комбинаторы, команда формируется, исходя из потенциала и компетенций каждого человека, для того, чтобы создавать по-настоящему эффективные команды, команды мечты, для того, чтобы формировать тех самых единорогов. И для того, чтобы предлагать людям, предлагать клиентам именно то, что нужно им, согласно их персоналиям, когда система показывает только то, что подходит человеку. Спортивные мероприятия, секции, еду, даже в том числе других людей и компаний, в которые человек может реализовать себя, в которые он лучше всего сможет проявить свои таланты. Вот это все то, что мы можем делать, и это то, к чему мы идем. Создание таких идеальных условий в красивых местах планеты. Вначале у нас есть намерение создать первый город здесь, на Бали. И этот город, он просто станет прототипом будущих городов в различных других странах мира. Для того, чтобы мы, живя в гармонии с природой, чтобы мы, питаясь экологически чистыми продуктами, свежими, были достаточно здоровыми, потому что мы – это то, что мы едим. Аминокислоты, которые нам необходимы, мы берем их из пищи. Это важно. Важен здоровый климат, воздух, вода. И важно очень гармонично выстраивать отношения с технологиями, которые, опять же, будут достаточно гармоничны и сочетаемы с окружающей средой, с природой и с нами, с людьми. Вот, собственно, такая концепция. Эволюционные города с темой персонализации, с экологией и с людьми, с которыми мы умеем строить взаимоотношения для того, чтобы воплощать свои самые смелые амбиции, самые сильные, смелые мечты, которые являются нашей самореализацией. Вот, собственно, и путь к счастью через самореализацию, объединение, сотрудничество, партнерство, компетенцию. И если вам близка эта идея, близко это намерение, и вы видите, как мы можем посотрудничать в разных областях. Это может быть сотрудничество по эволюции, если кто-то компетентен в продвижении, вы гениальный маркетолог. Или вы человек, который очень любит заботиться о других людях,
который обладает прекрасными талантами, например, в эволюции талант ритм жизни, то, что отвечает за умение настроить хороший гармоничный рабочий ритм, который становится основой для эффективности предприятия и основой для хорошего сервиса, для хорошего клиентского обслуживания. Или вы тренер, оратор, психолог, который работает с людьми, и вам интересна тема персонализации, вы могли бы ее глубоко изучить, стать настоящими экспертами в эволюционных знаниях для того, чтобы применять их в своей деятельности, в своей работе, давая людям индивидуальные решения каждому. Мы открыты для всех тех людей, которым близка миссия самореализации и создания благоприятного мира, который мы строим, направляя свои амбиции, ресурсы, способности, таланты. Поэтому welcome, добро пожаловать. И мы открыты в том числе к тем людям, которые, собственно, умеют создавать, строить, простраивать архитектуру. Люди-художники, которые могут воплотить эскизы, отразить наши общие стремления, желания того мира, который мы видим. Все достаточно очень просто, как и все гениальное. Выстраиваем отношения с собой, объединяемся с другими здоровыми, самореализованными людьми и вместе творим и создаем новый мир. Добро пожаловать в эволюцию, друзья!